Вы когда-нибудь замечали, что застреваете в одном и том же шаблоне мыслей, снова и снова, как будто ум ходит по одному и тому же кругу и выхода нет? Хорошая новость: гибкость мышления – это навык, который можно развить. Рождаться с ним не обязательно. Сегодня вы узнаете, что такое гибкость мышления, как выглядит человек, который ее развил, и, самое важное, конкретные шаги, которые помогут вам расширить собственный способ воспринимать мир. Ловушка, в которой многие живут годами. Представьте ситуацию. На работе что-то пошло не так. Проект провалился, коллега вас подвел, или план, который казался идеальным, рассыпался в одну секунду. Что происходит дальше? Один человек думает: я снова облажался. Наверное, я просто не способен на большее. Он замирает, уходит в себя, и следующие несколько дней тратит на то, чтобы прокручивать произошедшее по кругу. Другой думает: окей, это не сработало. Что я могу изменить в следующий раз? Он не игнорирует провал, он просто не позволяет ему стать стеной. Вопрос не в том, кто из них умнее или сильнее. Вопрос в том, как устроено их мышление. И если вы узнали себя в первом, не торопитесь закрывать это видео. Именно для вас оно и сделано. Что такое гибкость мышления, и почему большинство людей ее недооценивает? Гибкость мышления – это способность менять угол зрения на ситуацию, переключаться между разными подходами и не зацикливаться на одной единственной интерпретации происходящего. Психологи называют это когнитивной гибкостью. Но если убрать научный язык, то это просто умение не застревать. Умение видеть несколько возможных объяснений там, где раньше вы видели только одно. Карол Дуэк, профессор психологии Стэнфордского университета, посвятила десятилетия изучению того, как люди реагируют на трудности. Она обнаружила нечто важное. Люди с так называемой установкой на рост, growth mindset, воспринимают неудачу как часть процесса, без превращения ее в доказательство собственной несостоятельности. Причем речь идет о вполне конкретном способе мышления, который можно сформировать, а вовсе не о врожденном качестве избранных. Но вот в чем проблема. Большинство людей никто никогда не учил думать иначе. Нас учили находить правильный ответ, но никогда не учили гибко его искать. Нас учили избегать ошибок, но никогда не учили с ними работать. И этот багаж мы несем во взрослую жизнь. Как выглядит человек с гибким мышлением? Вы, скорее всего, встречали таких людей. Они не паникуют там, где другие паникуют. Они не отстаивают свою точку зрения до последнего, если понимают, что ошибаются. Когда обстоятельства меняются, они меняются вместе с ними, без лишней драмы. Вот несколько признаков, по которым легко узнать человека с гибким мышлением. Он задает вопросы, вместо того, чтобы искать подтверждение своей правоты. Жесткое мышление работает иначе. Человек ищет доказательства того, что он уже думает. Гибкое мышление задает вопрос: а вдруг я смотрю на это не с той стороны? Он терпимо относится к неопределенности. Это один из самых точных маркеров. Люди с негибким мышлением тяжело переносят ситуации, в которых нет четкого ответа. Им нужна определенность здесь и сейчас. Люди с гибким мышлением умеют жить в состоянии «я пока не знаю», без тревоги. Он меняет мнение, когда появляются новые данные. И не воспринимает это как слабость. Скорее наоборот, видит в этом признак здравого ума. Он находит несколько вариантов там, где другие видят тупик. За этим стоит обычная тренировка. Мозг учится искать альтернативы и перестает останавливаться на первом объяснении. Философ Эпиктет говорил: людей расстраивают не сами события, а только их взгляды на события. Это звучит просто, но именно в этом и зарыта суть гибкости мышления. Вы не всегда можете изменить ситуацию, но вы всегда можете изменить то, как вы на нее смотрите. Почему мозг сопротивляется переменам, и что с этим делать? Если гибкость мышления так полезна, почему большинство людей ее не развивают? Почему мы снова и снова возвращаемся к одним и тем же реакциям, одним и тем же выводам, одним и тем же стратегиям, даже когда они не работают? Ответ скрывается в устройстве самого мозга. Наш мозг – энергосберегающая машина. Он обожает автоматизм. Когда вы сталкиваетесь с привычной ситуацией, он не тратит ресурсы на анализ, он запускает готовую схему. Нейроученые называют это нейронными паттернами, устойчивыми связями между клетками мозга, которые сформировались в результате повторения. Проблема в том, что мозг не различает полезный паттерн и вредный паттерн. Он просто идет по натаренной дорожке, потому что так быстрее и экономнее. Хорошая новость: нейропластичность, способность мозга формировать новые связи, существует на протяжении всей жизни. Нейропластичность работает в любом возрасте, а значит, вы можете буквально переписать привычные схемы мышления. Не за один день,
Но это реально. И вот здесь начинается самое интересное. Как развить гибкость мышления? Конкретные пути. Первое. Научитесь замечать свои автоматические мысли. Первый шаг – это осознанность. Не в смысле медитации на рассвете, хотя она тоже помогает. В самом прямом смысле, начните замечать, что именно ваш ум говорит вам в трудный момент. Когда что-то идет не так, какова ваша первая мысль? Это катастрофа. Я ни на что не способен. Все против меня. Это и есть автоматические мысли. Они быстрые, привычные и почти всегда не критичны. Мы редко их оспариваем, потому что они ощущаются как правда. Психотерапевт Арон Бек, основатель когнитивно-поведенческой терапии, показал, что именно эти автоматические мысли определяют наше эмоциональное состояние, не сама ситуация. И первый шаг к изменению – просто их зафиксировать. Не бороться, не оправдывать, просто увидеть. Попробуйте простую практику. Когда вас накрывает тревога или раздражение, спросите себя, что я сейчас думаю? Какую историю я рассказываю себе об этой ситуации? Один этот вопрос создает паузу между стимулом и реакцией. А в этой паузе ваша свобода. Второе. Тренируйте готовность ошибаться. Один из главных врагов гибкого мышления – страх ошибки. Когда человек боится ошибиться, он перестает пробовать новое. Он держится за привычное, потому что привычное безопасно. Но вот парадокс. Именно отказ от ошибок делает мышление жестким. Потому что без ошибок нет обратной связи. Без обратной связи нет коррекции. Без коррекции человек ходит по кругу. Мозг учится через ошибки, буквально. Когда мы ошибаемся, мозг выдает сигнал рассогласования. Ожидал одно, получил другое. Именно этот сигнал запускает обновление нейронных схем. Ошибка – полноценный механизм обучения, встроенный в сам мозг. Что можно сделать прямо сейчас? Начните относиться к небольшим рискам как к эксперименту. Сдвиньте установку с «я пробую», вдруг получится, в сторону «я пробую», и в любом случае узнаю что-то важное. Третье. Ищите чужие точки зрения намеренно. Гибкое мышление не живет в изоляции. Один из самых мощных способов его развить – намеренно искать взгляды, которые отличаются от вашего. Цель – увидеть, что реальность шире, чем ваша версия нее. Соглашаться с чужой точкой зрения при этом совсем не обязательно. Философ Джон Стюарт Миль писал, что человек, знающий только свою точку зрения, плохо знает даже ее. Потому что он не видит, на каких основаниях она держится и где может рассыпаться. Попробуйте упражнение, возьмите любое убеждение, которое кажется вам очевидным, и сформулируйте 3 аргумента против него, просто чтобы увидеть его с другой стороны. Верность убеждения при этом под вопрос не ставится. Этот навык буквально расширяет диапазон мышления. Четвертое. Работайте с неопределенностью как с ресурсом. Люди с жестким мышлением тратят огромное количество энергии на то, чтобы контролировать исход событий. Они хотят знать заранее, как все закончится. И когда это невозможно, тревога накрывает с головой. Гибкость мышления во многом – это именно способность выдерживать «я не знаю». Исследователь Брене Браун в своих работах о стойкости и уязвимости говорит, неопределенность – это пространство, в котором появляется что-то новое, а вовсе не угроза. Люди, которые научились не бояться неопределенности, легче адаптируются к переменам и находят возможности там, где другие видят только риски. Практика. Когда вы оказываетесь в ситуации без четкого ответа, попробуйте намеренно сказать себе «я не знаю», и это нормально. «Я узнаю по ходу». Такой подход дает способность двигаться вперед без полного контроля, и при этом не застывать в тревоге. Пятое. Меняйте среду и контекст. Мозг мыслит привычными категориями в привычной среде. Один из самых простых способов запустить новые нейронные связи – изменить контекст. Это может быть новая книга из незнакомой вам области, разговор с человеком, который живет совершенно иначе, чем вы, новый маршрут домой, попытка решить знакомую задачу незнакомым инструментом. Звучит банально, но за этим стоит реальный нейробиологический механизм. Новизна активирует выброс дофамина, который стимулирует мозг к обучению. Буквально каждый раз, когда вы делаете что-то новое, вы создаете условия для формирования новых нейронных путей. Долго, зато надежно. Гибкость мышления не развивается за неделю. Скачать ее за один вечер не получится, за этим стоит ежедневная практика, иногда некомфортная, требующая внимания к самому себе. Но вот что важно понять. Вы уже начали.
Сам факт того, что вы смотрите это видео и думаете об этом, это уже шаг. Потому что гибкое мышление начинается с вопроса: а что если я могу думать иначе? Психолог Альберт Бандура говорил о понятии «самоэффективность», уверенность человека в том, что он способен справиться с задачей. И он показал, слова поддержки мало что меняют, уверенность растет из маленьких побед. От каждого раза, когда вы поймали автоматическую мысль и задали к ней вопрос. От каждого раза, когда вы допустили ошибку и не разрушили себя за нее. От каждого раза, когда вы увидели ситуацию шире, чем видели раньше. Это и есть гибкость мышления в действии.